Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот простые и интересные слитки. Вяжутся они очень просто, смотрятся красиво и аккуратно. Данные слитки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет на 100 грамм метраж 240 метров и по составу 51% акрила и 49% шерсти. Также для вязания нам понадобится 2 чулочные спицы, диаметр 3,5 мм, крючок, иголка и ножницы. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. Но сейчас, перед тем как приступать к вязанию, мы вначале с вами разберемся с принципом вязания данных слитков, так чтобы вы их смогли связать абсолютно на любой размер ноги. Вот такую заготовку мы сейчас с вами должны будем связать. Следок на правую и на левую ногу вяжется немножечко по-разному. То есть мы должны будем с вами связать две таких заготовки. На одной заготовке, то есть вот идет начало моего вязания, вот этот колосок будет располагаться вот в конце нашего основного полотна, а на второй заготовке, то есть вот на этой заготовке, которую я вязала первую, мой колосок располагался в начале моего вязания. Как распределить эти петли, я дальше вам покажу. Все остальное вяжется абсолютно одинаково до нашей выемки, так как вот эта выемка на правом и на левом слитке также будет располагаться с разных сторон. То есть на одном слитке эта выемка будет с этой стороны, а на втором слитке эта выемка наоборот будет вот с этой стороны. А здесь у нас будет идти наш колосок. Но в процессе вязания вы все это обязательно поймете. Ширина вот этой нашей детали должна быть где-то от 9 до 11 сантиметров, в зависимости от того, какой высоты слитки вы захотите. То есть если вы захотите чуть покороче, то можно эту заготовку связать, вот я говорю, примерно сантиметров 9. Если вы захотите, чтобы чуть повыше наши слитки были по ноге, то высота этой заготовки может быть до 11 сантиметров. В мастер-классе эту заготовку я сейчас вместе с вами буду вязать шириной 10,5 сантиметров. А длина вот этой нашей детали будет зависеть от вашего размера ноги. Для этого нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Как я сказала, в мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. Значит, 37 размер ноги у нас соответствует 23,5 сантиметров, а 38 24,5 сантиметров. Я сейчас возьму, к примеру, вот значение 24 просто, то есть что-то среднее между этими двумя цифрами, просто 24. И теперь это число, то есть размер нашей ноги в сантиметрах, я должна умножить на 2, так как вот эта наша деталь 2 раза обертывает нашу ногу, и это у меня получается 48. Дальше получившееся вот это число, то есть в моем случае это 48, я от этого числа должна отнять где-то примерно 15%. И это у меня получается 40,8. То есть я сейчас округлю в большую сторону. То есть по этой же формуле вы сможете высчитать, сколько необходимо провязать сантиметров вам вашу заготовку так, чтобы у вас ваши слитки получились именно на ваш размер ноги. Поэтому в этом случае я рекомендую руководствоваться не на количество провязанных рядов, как я показываю в мастер-классе, а на количество сантиметров, которое у меня должно получиться вот мое это полотно. Теперь что касается вот этой нашей выемки. Эта выемка должна быть по размеру, вот в ширину и в высоту примерно одинакового размера. То есть здесь мы с вами запустим половину петель, то есть это примерно там получится 5-5,5 сантиметров. И соответственно вот сюда вверх мы также должны будем провязать 5-5,5 сантиметров. Но так, чтобы вот именно эта общая длина была, ну вот в моем случае 41 сантиметр. Итак, друзья, надеюсь, принцип вязания данных слитков вам примерно понятен. Поэтому предлагаю связать их вместе со мной.
берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр 3,5 мм, обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 20 петель. Как я говорила в начале видео, следок на правую и на левую ногу вяжется немножечко по-разному. То есть по-разному у нас идет распределение узора. Давайте сейчас в начале, вот как раз таки на этом этапе, я вам покажу, как будет вязаться следок сначала на одну ногу, затем на вторую ногу. То есть когда мы вяжем первый наш следок, значит, первую кромочную петлю я снимаю, дальше я вяжу 3 петли лицевых, 1, 2, 3, и дальше наш колосок я буду вывязывать вот как раз таки здесь в начале нашего вязания, то есть после 4 петель. То есть вот эти вот 1, 2, 3 лицевых вот этих петли, это будут петли нашего колоска. При желании эти 3 петли можно сейчас обозначить маркерами или ниточками контрастного цвета, чтобы нам не запутаться. Остальные петли я также сейчас провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны кромочную петлю я снимаю, и дальше у нас получается это первая наша петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12, 13. 13 петель я провязала. Это те петли, которые будут у нас образовывать платочную вязку. И дальше у нас идут 3 петли, это петли нашего колоска. В изнаночном ряду эти 3 петли я буду провязывать изнаночными петлями. То есть у нас получается 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. И дальше у нас идет опять наша платочная вязка. То есть довязываем вот эти петли лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Вот смотрите, у нас получается платочная вязка. Вот здесь мы будем вывязывать наш колосок, и здесь идет у нас также платочная вязка. Если посмотреть на нашу вот заготовку, вот эту деталь, вот такая заготовка в итоге у нас с вами должна будет получиться. То есть вот видите, у нас идет платочная вязка, здесь мы будем вывязывать наш колосок, и вот идет наша платочная вязка. Это наша лицевая сторона. Мы провяжем вот определенное количество, и после того, как здесь мы с вами закроем вот часть петель, мы продолжим вязать вот эту нашу выемку, и в итоге вот такая заготовка у нас с вами должна будет получиться. Каким образом распределяются петли для нашего первого следка, я показала, а я снова набираю 20 петель, и мы с вами будем вязать вторую нашу заготовку, то есть для нашего второго следка. Петли я набрала и приступаю к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, это наша первая петля. Дальше вяжем лицевыми. То есть вторая наша петля, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петель я провязала. Это петли, где мы будем вывязывать платочную нашу вязку. Если петли нашего колоска вы отмечаете маркерами, то сейчас мы должны сюда повешать маркер или нить контрастного цвета, так как вот эти следующих 3 петли, которые в лицевом ряду мы также провяжем лицевыми, это будут идти петли нашего колоска. Вот 3 петли, и дальше вот 1, 2, 3 петли. После колоска мы их также провязываем лицевыми, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. То есть мы сейчас с вами провязали лицевой ряд, и все петли в лицевом нашем ряду мы провязали лицевыми. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, дальше я вяжу 3 петли лицевых, 1, 2, 3, и дальше идут петли нашего колоска, 3 петли изнаночных, 1, 2, 3. И дальше все остальные петли мы провязываем лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей. Второй ряд я закончила вязать. Вязание перевернула на лицевую сторону. Вот здесь будет вывязываться наш колосок. Вот у нас идет наша лицевая гладь. И приступаю к вязанию третьего ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше в третьем лицевом ряду. И во всех лицевых рядах мы все петли будем вязать лицевыми. Сейчас мы с вами вяжем
4 подготовительных ряда. Эти 4 подготовительных ряда не будут дальше принимать участие в формировании основного нашего узора. То есть это идут именно подготовительные ряды. И для правой, и для левой ноги эти 4 подготовительных ряда вяжутся одинаково. Единственное, наши колоски будут располагаться с разных сторон. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. Дальше я вяжу 3 петли лицевых. 1, 2, 3. 3 петли изнаночных. Это петли нашего колоска. И дальше остальные петли я вяжу лицевыми. Это мы с вами сейчас провязали 4 подготовительных ряда. И теперь мы с вами будем приступать к вязанию вот как раз таки нашего основного узора, где мы сейчас здесь начнем вывязывать наши колоски. Поэтому кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу 12 лицевых петель. Это мы вяжем петли до нашего колоска. Вот у нас идут 3 петли, это тот участок, где мы сейчас будем вывязывать наши колоски. Смотрим на нашу среднюю сейчас петлю, вот первая, вторая, третья, на вторую петлю. И сейчас мы должны вставить спицу, вот смотрите, петля, и под петлей идут дырочки. 1, 2 дырочка, 3 и 4. В четвертую вот дырочку, то есть это та петля, с которой мы начинали наше вязание. Вставляю сюда спицу, подхватываю рабочую ниточку и вынимаю длинную петельку. Это идет один лепесток нашего колоска. Дальше я провязываю 3 петли лицевых, 1, 2, 3, после чего в эту же дырочку вставляю спицу и вынимаю следующий лепесток нашего колоска. При необходимости можно вот помочь спицей так, чтобы эти два края вот нашего лепестка по размеру были одинаковые. И дальше продолжаем вязать этот ряд, вот провязывая петли лицевыми. Последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Это мы с вами провязали первый ряд нашего основного узора. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. Дальше я вяжу 3 петли лицевых. 1, 2, 3. И вот смотрите, у нас идет наш лепесток. В изнаночном ряду этот вот лепесток, вытянутая длинная петля, я ее сейчас вот просто снимаю, не провязывая. Вот она у нас идет, рабочая нить перед работой. Дальше вяжу 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. И вот следующая наша вытянутая петля, ее также я просто переснимаю, не провязывая, рабочая ниточка вот перед работой. И дальше довязываю этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Третий ряд нашего узора основного. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу 12 лицевых петель. И вот мы дошли до нашего колоска. В третьем нашем ряду эту вытянутую нашу петлю и следующую петлю от нашего колоска мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Дальше у нас идет 1 петля лицевая, и вот снова идет петля от нашего колоска и наша вытянутая петля. Вот эту лицевую петлю я снимаю, переворачиваю так, чтобы правая стенка петли располагалась перед работой. И дальше вытянутую петлю и эту лицевую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей. И дальше довязываю этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Кромочную петлю я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны кромочную снимаем, 3 петли лицевых, 2, 3, 3 петли изнаночных, 2, 3, и дальше 12 лицевых, и последняя кромочная петля изнаночной петлей мы провязываем. Это мы с вами провязали 4-й ряд нашего основного узора. Теперь наше вязание будет повторяться. То есть с того момента, где мы начали вывязывать наши лепестки. То есть раппорт нашего узора в высоту будет состоять 4 ряда. Еще один раз я вам покажу, каким образом мы будем вывязывать наши колоски. И дальше каждый из нас провяжет высоту нашего полотна на необходимый размер. Кромочную снимаю и вяжу 12 лицевых петель. Вот идут 3 петли, это петли нашего колоска. Четвертую нашу дырочку, вот она у нас хорошо видна. 1, 2, 3, 4. Я вставляю спицу, подхватываю
рабочую ниточку, вынимаю длинную петельку, после чего провязываю 3 петли лицевых. 1, 2, 3. Дальше опять в эту же дырочку я вставляю спицу, вынимаю следующую длинную петельку. Вот я ее поправила. И довязываю этот ряд до конца. Вот 1, 2, 3 лицевых. И последнюю петлю я провязываю изнаночной петлей. Вот у нас уже есть второй наш колосок, который мы сейчас с вами будем довязывать. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго ряда. Первую кромочную снимаю, дальше 3 петли лицевых, 2, 3. Дальше идет вот лепесток от нашего колоска. Я его сейчас просто переснимаю, не провязывая рабочую нить перед работой. Дальше 3 изнаночных. Следующую нашу вытянутую петлю я также просто переснимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И дальше 12 лицевых. И последняя кромочная петля, ее я провязываю изнаночной петлей. Третий ряд нашего основного узора. Кромочную снимаю, дальше вяжу 12 лицевых петель. Это петли нашей платочной вязки. Вот идет наша вытянутая петля. Эту вытянутую петлю я провязываю вместе с петлей нашего колоска. Вот вытянутая и петля. 2 вместе лицевой петлей. Дальше 1 лицевая петля. Следующую петлю я сначала вот снимаю, переворачиваю ее так, чтобы правая стенка располагалась перед работой. И дальше эти 2 петли провязываю 2 вместе лицевой петлей. После чего провязываю 1, 2, 3 лицевую и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Это мы с вами провязали 3-й ряд нашего основного узора. Вязание я перевернула на изнаночную сторону и вяжем 4-й ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, дальше 3 петли лицевых, 3 петли изнаночных, это наш колосок. И дальше все петли я вяжу лицевыми. Последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Это мы с вами закончили вязать второй раппорт нашего узора. И у нас уже получилось 2 лепесточка у нашего колоска. Дальше наше вязание мы опять повторяем. Вяжем вот это наше полотно на необходимую высоту. Я сейчас буду вязать вот это полотно так, чтобы у меня было 33 вот таких вот провязанных колоска. То есть 2 колоска я уже провязала. Итак, вот я провязала всю высоту моего полотна до того момента, пока нам нужно сейчас будет закрыть часть петель и продолжить наше вязание. Как я сказала, здесь у меня сейчас провязано вот 33 колоска. Или если мы сейчас измерим вот эту нашу деталь в сантиметрах, это у меня получится вот 35 сантиметров. И теперь с этой стороны мы сейчас с вами закроем 10 петель. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой и первую протягиваю и спускаю через провязанную. Это мы с вами закрыли 1 петлю. Дальше 2 петля, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Петлю возвращаем. То есть вот здесь с краю я закрыла 10 петель. И теперь, если мы пересчитаем эти петли, у нас должно на спицах сейчас быть также 10 петель. И сейчас, после того, как мы закрыли вот эти петли, мы дальше продолжим вывязывать наши колоски. Вот моя идет вторая деталь. Сразу хотела бы показать, чтобы было более наглядно. Здесь я также провязала 33 колоска. И как раз таки здесь, когда вот в 33 колоске мы провязывали 2 петли вместе, то есть петля нашего колоска и следующая лицевая петля, то есть этот ряд я довязала до конца. Это получается 3-й ряд нашего раппорта. Вязание я перевернула на изнаночную сторону, и когда я вязала 4-й ряд нашего раппорта, здесь с изнаночной стороны я закрыла 10 петель и продолжила вязать 4-й ряд нашего раппорта. Вязание перевернула на лицевую сторону и дальше продолжила вязать вот эту мою деталь, вывязывая колоски. То есть сейчас первую кромочную петлю я снимаю,
Это та деталь, где мы только что закрывали наши петли. Дальше вяжу 2 петли лицевых, это после кромочной. И вот идут 3 петли нашего колоска. Опускаемся вниз на 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Вынимаем длинную петельку. Вяжем 3 петли лицевых. В эту же дырочку вставляем спицу, вынимаем следующую длинную петельку. Вяжем 3 петли лицевых. И изнаночная, это наша кромочная петля. Итак, по итогу вот я провязала все наши колоски, у меня их 36, и теперь мне осталось только закрыть петли. Опять же, закрываем обычным способом: снимаем, провязываем, протягиваем, провязали, протянули и спустили, провязали, протянули и спустили. Таким образом закрываем весь этот ряд до конца. Ниточку от моточка я обрезала. Теперь петельку эту нашу последнюю вынимаем подлиннее. И теперь в эту нашу петлю продеваем наш вот этот рабочий кончик, вытягиваем и аккуратно петельку эту затягиваем. И вот такая заготовка в итоге у нас с вами получилась. Сразу покажу, вот идет моя вторая заготовка. Теперь я кладу вот мою эту заготовку изнаночной стороной вверх. Теперь я покажу, какие швы мы должны с вами будем сшить. Для начала мы сошьем с вами вот эту выемку. То есть берем эти две детали, вот так складываем между собой. И вот здесь мы с вами прошьем вот этот наш шов. Дальше наш вот этот край я прикладываю вот сюда. Сошьем с вами дальше вот этот шов и нашу ступню. И на одном, и на втором следке принцип сшивания будет абсолютно одинаковым. Прошивать наш следок я буду по лицевой стороне. Поэтому вот здесь, в этом месте, где у нас идет выемка, эти два края я складываю между собой изнаночной стороной вовнутрь. И сюда вот в центр вот я вставляю иголку. И ниточку вывожу. Никаких закрепляющих узелков я здесь не делаю. Просто вот край до конца не вытягиваю и кладу его вовнутрь. И прошивать наш вот этот, скажем так, участок я буду с одной стороны за первую петлю от нашей платочной дорожки. То есть вот сюда я буду вставлять иголочку. Это там, где у нас здесь идут платочные дорожки. А со второго нашего вот края, здесь вот как раз таки мы запускали 10 петель, я буду вставлять иголку также справа налево в промежуток между вот этой косичкой, где мы запускали петли, и платочной дорожкой. То есть вот сюда я вставлять буду иголку справа налево, вот за 2 галочки. Давайте приступим, и дальше будет все понятно. С этой стороны вставляю иголку справа налево сюда, ниточку вывожу, иду на эту сторону, и здесь также вот вставляю справа налево. Сюда вставляю вот справа налево за первую петлю от нашей платочной дорожки. Не спешим, аккуратно все поправляем. И сюда. Здесь получается не в каждую прям вот эту галочку, где-то через галочку. Просто здесь видите, вот сколько у нас получается платочных дорожек. Здесь вот в каждую платочную дорожку, а здесь просто, чтобы это было симметрично. Так, чтобы в конце этих два края у нас сошлись. Сюда. Сюда в первую петлю от нашей платочной дорожки. И вот сюда. Итак, вот я прошила наш мысок, вот так он у нас смотрится. Теперь сразу же этой же ниточкой я буду прошивать нашу подошву. То есть вот начинать я буду с этого момента. Именно подошву я буду прошивать за кромочные петли. Вставлять иголку я буду в каждую кромочную петлю с изнаночной стороны на лицевую. Сначала с одной стороны и затем с другой стороны также с изнаночной стороны на лицевую. То есть таким образом я прошью вот этот участок. Далее вот так я это все складываю. Вот моя лицевая сторона. И дальше продолжу сшивать вот эту деталь до конца. Это идет наша подошва. Вот я нашу подошву прошила вот до конца. Теперь вот в конце иголку и нитку вывожу на изнаночную сторону.
И в конце вязания мы все эти кончики спрячем по изнаночной стороне. Теперь сразу хотела бы показать, как выглядит шов на подошве с лицевой и с изнаночной стороны. То есть вот таким образом он у нас выглядит с лицевой стороны. Идет все абсолютно гладко, нигде ничего не выступает. И вот таким образом у него выглядит изнаночная сторона. Тоже идет все абсолютно гладко и нигде ничего не выступает. То есть нет никакого грубого шва. И этот шов абсолютно будет не чувствоваться ногой, будет абсолютно все комфортно. Теперь нам осталось только сшить вот этот наш боковой шов. Здесь ниточка у меня была от, наверное, получается, начала нашего вязания. Я вот сюда вставила иголку и приступаю к сшиванию вот этих двух боковых частей. Смотрите, с этой стороны мы также будем вставлять, вот где у нас идет наш колосок, вставлять иголку я буду также в первую петлю от нашей платочной дорожки. То есть вот справа налево вставляю иголку, ниточку вынимаю. А с этой стороны, где у нас идет наш наборный край, я буду вставлять иголку за вот эти вот галочки, также между наборным нашим краем и нашей платочной дорожкой. То есть вот идет наша галочка, вот здесь я вставлю справа налево. Здесь у нас платочная идет дорожка, а здесь у нас идет наша следующая галочка справа налево. Вот такой шов у нас с вами получился вот по лицевой стороне. И сейчас смотрите, можете следок примерить на ногу. И при желании здесь можно сшить вот небольшой участок нашего этого мыска, просто этих два края дальше между собой. То есть этот и этот. Я сейчас это сделаю. То есть вот вставляем иголку также в первую петлю от нашей платочной дорожки справа налево здесь. И здесь также у нас идут платочные дорожки. Справа налево вставляю иголку с этой стороны. Здесь и здесь. То есть здесь вы можете примерить и посмотреть, насколько это будет комфортно вам. Здесь это уже, скажем так, сугубо индивидуально. Я вот буквально сейчас пару сантиметров эти два края прошью между собой. Вот я прошила небольшой участок, вот именно платочную вязку между собой. И теперь мне осталось только сделать обвязку. Обвязка нам даст стабильность этого края. Благодаря этому следок будет хорошо держаться на ноге и не спадать с пятки. Вот сюда в центр, где я закончила наш шов, я вставляю крючок. Крючок я взяла 3 миллиметра. Беру ниточку, можно контрастного цвета, можно основного цвета, что мы и вязали наши следки. И вынимаем первую петельку. И дальше в каждую кромочную петлю я буду провязывать столбик без накида. То есть вставили крючок, вынули петлю и эту петлю провязали. Вставили крючок, вынули петлю и эту петлю провязали. Итак, я провязала ряд обвязки вот по кругу. Теперь в первую петлю, откуда мы начинали вот нашу обвязку, я вставляю крючок, вынимаю нашу петлю и эту петлю сразу же провязываю. Делаю одну вот петлю подъема и ниточку вот от моточка я обрезала. И теперь из этой петли я вынимаю вот этот кончик. Аккуратно здесь все подтягиваю и теперь все кончики прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. И по итогу, когда мы с вами спрячем все наши кончики, вот такие красивые следочки у нас с вами получаются. Поэтому, друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.